Всем привет! Меня зовут Сергей Кайбер. В этом видео мы рассмотрим сэмплерную библиотеку Cinematic Studio Solo Strings от команды Cinematic Samples. Cinematic Studio Solo Strings представляет собой библиотеку из 4 сольных струнных инструментов для сэмплера Kontakt. Помимо этого, она является третьей библиотекой из набора для композиторов Cinematic Studio Series. Cinematic Studio Solo Strings были записаны в той же студии Trackdown Scoring Stage, что и их оркестровая версия Studio Strings. Библиотека занимает почти 40 гигабайт на жестком диске и очень проста в установке. Как и было уже озвучено, это библиотека сольных струнных инструментов. Она содержит в себе следующие инструменты. Это сольная первая скрипка, вторая скрипка, альт, виолончель. То есть полноценный струнный квартет. Помимо этого имеется также два ансамблевых патча Light и Full. Библиотека работает с версиями Kontakt 5 и Kontakt 5 Player, начиная с версии 5.6.8. Стоимость библиотеки составляет $299. Теперь приступим непосредственно к обзору самой библиотеки. Интерфейс библиотеки разделен на 3 основные секции. Слева находится микшер и регулятор или же колесо реверберации. По центру располагается артикуляционная матрица, в которой мы видим основные артикуляции, поддерживаемые выбранным инструментом. С правой стороны у нас находится пространство со специальными функциями, которые изменяются в зависимости от того, какая артикуляция выбрана в данный момент. Реверберация по умолчанию всегда убрана в 0, поскольку даже сами производители, да и наверняка многие из тех, кто смотрит это видео, предпочитают использовать максимально сухой звук. При необходимости вы можете добавить реверберацию в студии Trackdown Scoring Stage для нужного вам инструмента. Микшер имеет 4 канала. По умолчанию всегда активен канал Mix. Этот канал представляет собой стереомикс из всех микрофонных позиций, что позволяет получить полноценный студийный звук, используя всего 1/3 оперативной памяти и мощности процессора. Поэтому этот канал хорошо подойдет для большей части вашего материала. Однако, если вам необходим дополнительный контроль над звучанием инструмента, вы можете активировать дополнительные каналы с нужными микрофонными позициями. Для этого необходимо нажать на маленький значок в виде кнопки питания, расположенный под каждым фейдером. Также каждый канал можно перенаправить на определенный выход сэмплера Kontakt. Следует обратить внимание, что невозможно одновременно использовать канал Mix и любой другой канал одновременно. Так, например, если вы активируете канал ближнего микрофона, то канал Mix автоматически отключается. И наоборот. Артикуляционная матрица. Она представлена в виде квадратных плиток и располагается по центру интерфейса библиотеки. Оранжевый цвет плитки показывает активную в данный момент артикуляцию. Если использование клавиш по умолчанию для вас неудобно, то вы можете назначить артикуляции на другие клавиши. Стоит добавить, что в Cinematic Studio Solo Strings есть 3 варианта легато. Первый вариант – это классическое легато. Оно было вынесено разработчиками в отдельную папку. В ней находятся все те же инструменты, но имитирующие легатную систему предыдущей версии библиотеки – Cinematic Strings 2. В некоторых случаях такой тип легато будет уместен. Однако для максимального реализма рекомендуется использовать стандартные и продвинутые режимы легато, которые доступны для обычных инструментов и изменяются через переключатель режима легато. Артикуляции, которые не используются в произведении, можно деактивировать, тем самым освободив оперативную память вашего компьютера. Для этого, удерживая клавишу Alt, нажмите на плитку с неиспользуемой артикуляцией. Для обратного включения артикуляции достаточно просто щелкнуть по нужной плитке. Помимо этого, в библиотеке присутствует возможность настройки дополнительных функций, например, изменения скорости и громкости портамента. Для открытия панели дополнительных функций достаточно нажать на значок шестеренки, расположенный в правом верхнем углу. В этом видео я не стану останавливаться на всех настройках библиотеки, поскольку это общий обзор.
Но возможности настройки действительно очень большие. Об этом я расскажу немного позднее, ближе к концу видео. А сейчас давайте послушаем, как звучит наша библиотека. Итог. За $299 мы получаем очень хорошую сэмплерную библиотеку струнного квартета с сольными инструментами. Имея в распоряжении данную библиотеку, вам не обязательно нанимать живой струнный квартет для исполнения вашего произведения, поскольку он обойдется вам значительно дороже, чем покупка данной библиотеки. Здесь вы получаете прекрасное звучание сольных инструментов, записанных в сиднейской студии Trackdown Scoring Stage.
От себя добавлю, что очень мало производителей вообще выпускают библиотеки каких-либо сольных инструментов, а если и выпускают, то либо их цена оказывается слишком высокой, либо из-за 4 нужных инструментов присутствует только 2. Это в лучшем случае. Поэтому я рекомендую данную библиотеку всем композиторам, как профессионалам, так и начинающим, для ознакомления и последующей работы. Возможности настройки библиотеки поистине огромные, хоть и скрыты в таком простом интерфейсе. Как и обещал, в конце пару слов про настройки. В этом видео я не стал более подробно останавливаться на настройках, поскольку это значительно увеличило бы продолжительность видео. Но я могу сделать отдельное видео с разбором настроек библиотеки. А когда я его сделаю, будет зависеть уже от вас. Если это видео наберет хотя бы 100 лайков, то на следующий день я приступлю уже к работе над видео. Если же лайков будет меньше, то я сделаю видео по настройке, когда будет много свободного времени. Если, конечно, не забуду. На этом у меня все. Подписывайся на канал, ставь лайк и пиши в комментарии, какую сэмплерную библиотеку ты хотел бы увидеть в следующем обзоре.